Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю хрустящие, легкие и воздушные хрустики. Этот нежный золотистый хворост тает во рту и напоминает вкус детства. Посмотрите, какое получается красивое пузырчатое тесто. За следующим хрустиком рука тянется сама. Для приготовления теста мне понадобится тесто здесь очень простое и готовится нереально быстро. В миску разбиваю 3 средних яйца. Добавляю пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара. Слегка перемешиваю венчиком. И теперь добавляю 2 столовые ложки водки. Просеиваю муку. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции. Начинаю замешивать тесто сначала лопаткой, а затем домешу его руками. Водка делает тесто более хрустящим. При жарке спирт испаряется, создавая внутри теста пустоты, что делает хворост более пористым и легким. И что еще немаловажно, предотвращает излишнее впитывание масла. Тесто с водкой впитывает меньше жира при жарке, поэтому хворост получается более воздушный и нежирный. Если не хотите использовать водку, ее можно просто пропустить. Хворост получится таким же вкусным, но чуть менее хрустящим. У меня тесто еще немного липкое, поэтому я добавлю муку. Тесто должно получиться очень нежным и мягким, но вместе с тем не липнущим к рукам. Сейчас я его домешу немного на столе. Всего я добавила в него где-то 20 граммов муки. Вымешиваю еще буквально пару минут. Вот такое в итоге очень нежное, мягкое тесто должно получиться. Вместе с тем не липнущее к рукам. Перекладываю его в пакет и оставлю отдохнуть минут на 15. Тесто отдохнуло, оно стало вот такое еще более мягкое и нежное. Стол я слегка подпыляю мукой. Тесто также и раскатываю его в тонкий пласт. Стараемся раскатать как можно тоньше. Если надо, можно немного подпылять стол мукой. Слишком много муки не используйте для раскатки, чтобы она потом не обгорала в масле. Я постаралась раскатать тесто как можно тоньше. Посмотрите, какой тонкий пласт, буквально 1 мм. У меня получился пласт даже больше, чем мой коврик. И теперь при помощи вот такого фигурного ножа нарежу тесто на кусочки. Разрезаю сначала на полосочки. И теперь полоски разрезаю на ромбики. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Тесто вот таким образом аккуратно снимаю с коврика. Как видите, у меня здесь совершенно нет излишков муки. Кусочки теста таким образом немного подсыхают. Я беру вот такой небольшой глубокий сотейник, наливаю в него масло. И так масла понадобится не так много, чем если вы будете использовать большую и широкую посуду. Хорошо разогреваем. Также сразу я подготовила тарелку с бумажными полотенцами, куда буду выкладывать хрустики. Проверю, разогрелось ли масло. Отправлю кусочек теста обжариться. Посмотрите, сразу пошли пузыри. Масло разогрелось. Можно жарить хворост. Я огонь сразу делаю немного тише и отправляю кусочки теста в масло. Посмотрите, какие они красивые получаются. Сразу надуваются такие, как подушечки. Обжариваю до красивого золотистого цвета. Жарится все очень быстро, буквально за пару минут. Первая партия хрустиков готова. Достаю их на тарелку с бумажными полотенцами. Обязательно хорошо стряхиваем масло. Посмотрите, какое тесто пузырчатое получается. Такое хрустящее. И отправляю обжариваться следующую партию. Я их стараюсь вначале так хорошо прижать шумовочкой, чтобы они были в масле именно, не плавали сверху. Итак, следующая порция хрустиков уже готова. Все буквально молниеносно, очень быстро. Здесь самое главное, надо следить, чтобы хрустики не подгорели. Получили красивый золотистый цвет и снимаем.
Посмотрите, какая красота получается, какие хрустящие, реально хрустики. И они не впитывают много масла, именно благодаря тому, что в тесто добавляем водку. Получилась вот такая гора хрустиков. Буквально за каких-то 15 минут я уже все обжарила. И обратите внимание, полотенце даже не впитывает много масла, потому что это тесто абсолютно не жирное. Мне осталось сверху только все присыпать сахарной пудрой. Тесто здесь не сладкое, поэтому сахарной пудры не жалеем. Как это быстро, просто и вкусно. Всего несколько простых ингредиентов и буквально 30 минут, и у вас на столе ароматное лакомство, от которого невозможно оторваться. За следующим хрустиком рука тянется сама. Обязательно приготовьте такие хрустики к чаю. Я уверена, они всем понравятся. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!